Серьезно? Да. Парень получил Грэмми, молодец, это хороший результат. Через 3 года получить Грэмми, молодец. Мы очень обязаны именно этому человеку. И вот Ваня как раз хотел, я так понимаю, одну композицию, да, поставить. Да. Тут Домр, да? Кстати, я с творчеством вот этого молодого человека познакомился благодаря вашему каналу. Казахи слушают в ветеранском храме. Казахи, на да, ужасе в эстонской церкви устроили танцы под немецкую музыку. Нет, ребятам огромный респект. Самое время представить наших друзей, которые сейчас находятся в нашей студии. Это замечательная группа «Орион», на концерте которых мы были 8 месяцев назад. До сих пор свежи в памяти ощущения, эмоции от этого концерта. И я вот буквально сегодня пересматривал видеоотчет об этом мероприятии, посмотрел, что 20 тысяч просмотров набрал концерт. И нужно отдать должное, что мы скептически вообще в принципе относились к этой затее. Почему? Потому что у нас аудитория очень взрослая, и у нас вообще 50% зрителей на тот момент было из Казахстана. И это был такой наш эксперимент. И я считаю, что он очень удался. Очень сильно даже удался, потому что очень много восторженных комментариев написали наши зрители под выступлением ребят. Динара написала: почему храм и церковь? Разве так можно? Мы так давно делаем мероприятия периодически в подобных местах, что уже для нас это будни. Но действительно для многих это экзотика. Но, тем не менее, Яник Кирк замечательное место, и как церковь, и как концертная площадка, одна из лучших в Петербурге, на мой взгляд. Мы хотели какой-то особой сакральности от этого концерта, поэтому выбрали этот зал. Воспоминания — это всегда отлично, но ребята сегодня решили порадовать нас новым поводом. В их творческой жизни произошла большая победа. Им удалось выпустить эксклюзивный вариант альбома на виниловой пластинке. Всего экземпляров 500 штук, и у нас наша команда Алга Петербург стали обладателями одного из таких экземпляров, за что вам, ребят, большое спасибо. Спасибо вам, с радостью оставим на память пластиночку. Да, наш новый альбом «Музыка для живых». Альбом вышел только на виниле. Вот прям совсем по-честному. Никаких ютубов, никаких контактов. Никакой циферки. И, в общем-то, вся идея этого альбома заключается в том, что нам захотелось вернуть и себя, и слушателя в состояние настоящего слушания. Мы, наверное, в широком смысле немножко разучились слушать. Мы стали много слушать на бегу. Мы выключаем трек фоном, мы выключаем песню, когда там находим место, где припарковаться. То есть наше слушание стало поверхностным, оно стало где-то неосознанным. Хотелось выпустить что-то настоящее. Да, для того, чтобы это послушать, нужно приложить какие-то усилия. Да. Но винил он дисциплинирует, если угодно. То есть это некий ритуал. Надо как бы взять эту штуку и поставить на проигрыватель, а потом сесть и послушать, а потом перевернуть. Сейчас мы ее воткнем. Да, например, так. Да, это действительно другое звучание. Для меня оно было такое какое-то очень теплое, глубокое и как будто бы даже 3D-мерное, потому что я вот ощущал почему-то эту музыку в объеме. То есть я прям четко чувствовал, что вот как будто передо мной сцена, да, и что-то вот на переднем плане играет, вот там музыканты чуть подальше, и третий есть план. Давайте еще одну послушаем, мне очень интересно. Так, а давайте тогда, может быть, что-нибудь ввалим такое. Да, да. Я могу сказать, что я тоже вот сейчас слушаю, я вот все не понимаю. Вот вроде, я пытаюсь почувствовать разницу, потому что я тоже слушаю музыку только вот в этих, либо в стриминговых платформах, либо вот MP3. И я вот сейчас понимаю, насколько там все звучание, как будто оно склеено. Вот. Да, кажется, я все больше и больше начинаю понимать любителей винила. Да. Ваня, ты тоже хотел дать ребятам что-то послушать?
Да, мы вас не можем отпустить, не поставив одну композицию. Так, не отпускайте нас. У нас дело в том, что мы много снимаем чего про Казахстан, про казахстанских музыкантов. Вот. Ну, но сначала мы вас спросим, знаете кого-то из музыкантов из Казахстана, может, рэперов? Не, я не Ты слышал. не слышал? Да, это очень популярная радио, да. такая штука. Да. Ну, я Везде радио просто не играла. слушаю. И у него сейчас вот если радио какое-нибудь включаешь молодежное, у него там, ну, за полчаса точно поставят. Либо эту, либо другую. Я вот это знаю исключительно потому, что мои дети, вот это в ТикТоке, вот эта вот вся история, она есть. Да. Парень получил Грэмми, молодец, это хороший результат. Через 3 года получить Грэмми, молодец. Я не слушал композицию, ничего не могу сказать. Я вообще музыку не оцениваю, потому что, как я и сказал, что скорее всего... А знаешь, что самое ничего не интересное, понимаю. что многие российские слушатели тоже не думали, что не слышали эту композицию. Как бы было, ну, долго непонятно, и никто не понимал вообще, кто автор. А оказалось, что это Ну, слушайте, парнишка из Казахстана. А вообще, я так понимаю, поток сейчас из Казахстана идет, каких-то качественных музыкантов там. И вообще, в принципе, знаете, что хотел сказать? Буквально Скажи, последний, скажи. предпоследний наш концерт. Вот, Мы- снял с языка. Мы выходим на сцену. И, значит, картина такая. Первые 2 ряда, Первые 3 ряда. 3 ряда. 3 ряда. Казахстан. Почему? Как? Вообще? Что? А потом оказалось, казашки, да, казашки просто вот. На ваш И концерт. на наш На концерт последний концерт в апреле, по-моему, это было. Приехали Они приехали в корпоратив. Питер отдыхать. Приехали, да, какая-то там, Тусовка. значит, И выбирали, компания куда им связана с пойти. золотом, там что-то там, в общем, приехали отдыхать. И куда пойти? И им сказали, вот концерт. Выбрали наш концерт, нам очень приятно. И И надо сказать, что зажигали сколько просто от как них черти. тепла, да, и энергии. Под конец они расплясались там все, мы вместе с ними. Церковь шаталась, представляете. Казахи слушают в ветеранском храме. Казахи, на да, ужасе в круто. эстонской В церкви эстонской церкви. устроили О, танцы под это надо немецкую в музыку. Нет, ребятам огромный респект. Я не знаю, как называется компания. Кто-то говорил, что какая-то ювелирная. Ну, какая-то юбилейная, да. Но, ребята, если смотрите, видите, слышите, приезжайте еще, нам очень понравилось. Казахстан, конечно, там устроил нам пляску. От церкви нас не отлучили, вроде говорят. Но было жарко. Не сразу было видно, что да, вот это гульба. Люди открытые. Да, открытые люди, совершенно верно. Мы, на самом деле, у нас вот художник по свету Радмир, он из Казахстана. У нас много гонительно связано. Вроде даже ходит слухи, что мы скоро туда поедем. Па. Да. Должны признаться, что вообще, в принципе, наша деятельность на Ютубе началась с освещения творчества именно одного артиста, Димаша Кудайбергена, который в свое время стал гиперпопулярен сначала в Китае, потом в России, а сейчас во всем мире. Мы очень обязаны именно этому человеку. И вот Ваня как раз хотел, я так понимаю, одну композицию, да, поставить. Да. Мы специально думали, что вам поставить, и Ваня выбрал рок, да, Вань? Мы на этом концерте были? Да. Вот добрый, да? Так нет, ну, кстати, я с творчеством вот этого молодого человека познакомился благодаря вашему каналу. Я просто иногда плохо слежу за мировой музыкой. Вот, ну чего, крутейший вокалист. А какую песню слушал, не помнишь? А я, по-моему, на русском языке что-то у него слышал. Про Лебедей что-то я слышал. Понятно, что у него диапазон, как бы он... Мне, знаете, что кажется? Вот я ничего не говорю про музыку, потому что, как я и говорил, я не люблю оценивать. Это не значит, что мне не нравится. Мне кажется, что его музыкальный потенциал сильно интереснее, чем то, что происходит в реальности на сцене. Потому что вот даже если брать эту композицию, которую я услышал, мое частное мнение, видно, что все работают на вокалиста. Вокал на первом плане, вся вот эта вот все это месиво, оно где-то там. А в рок-музыке вообще, ну и вообще, в принципе, в аранжировке любой музыки есть тонкая грань между стилизацией, да, когда мы стилизуем что-то под рок, например, или под джаз, или под там, фолк.
или когда это по-честному. Вот если бы здесь была задача как бы сделать по-настоящему роковую вещь, а не просто показать, что этот парень еще и рок-музыку играет. Это могло бы быть интереснее. У него прекраснейшие вокальные данные, он может спеть все, что угодно. Его абсолютно не нужно вытаскивать за счет того, чтобы музыкантов прибирать. Вот, честно говоря, мне кажется, что немножко вот то, что я видел, немножко глянцевое. Что этот музыкант, он гораздо сильнее, чем этот глянец позволяет ему казаться. Вот мое частное мнение. Интересно. То есть хотелось бы таких вот сильных ребят видеть в таком, не то что в мясе, но в бескомпромиссном звучании, когда нет какой-то зализанности такой сильной. Но я понимаю, что у проекта есть свои маркетинговые задачи. Без этого многим сейчас сложно. Но музыкант талантливейший, что сказать, фантастический диапазон. Но он еще довольно молодой, насколько я понимаю. Я думаю, что по-настоящему интересно станет, когда ему вот лет через 5-6, когда все продюсеры с него съедут, все на нем заработают свои деньги. И у него продюсер отец. Это вообще сложная история. У Моцарта и Майкла Джексона тоже какие-то проблемы такие были. И интересно, Майкл Джексон начался тогда, когда он съехал из семейного своего бизнеса и стал делать ту музыку, которая была у него, когда это уже был не Jackson's Five, не Jackson's, да, когда это был Майкл Джексон, уже там даже второй, третий альбом, когда начало 80-х. Вот тогда мы узнали того Майкла Джексона, которого мы вспоминаем сейчас. Мы же не вспоминаем Джексона из 70-х, там, из начала 70-х, или когда он был там пацаненком совсем. Там были хиты. Но я говорю о том, что видно, что потенциал фантастический. Вот когда он вызреет, лично мне, я уверен, что мне будет очень интересно послушать его творчество лет через 10, когда он скажет: а теперь мы будем делать то, что я хочу. Да, напомню, что сегодня ребята пришли к нам не с пустыми руками, а презентовали свой фирменный альбом на виниле. Давайте, вот хочется прям зааплодировать, потому что сколько усилий, я представляю, сколько было усилий и сложностей сделать эту работу, но ребята, чувствуется, что они отдали всю свою душу, энергию для того, чтобы мы с вами почувствовали хотя бы на миг, что, как редко мы слушаем сегодня живую музыку, настоящую музыку, от души, от сердца, а не тот вот коммерческий поток музыки, к которому мы так все привыкли. Спасибо большое, что вы вытащили нас вот глотнуть свежего воздуха и посмотреть на музыку по-другому. И действительно, вот культура слушания, она очень важна. Она очень важна, как и вообще культура, в принципе, во всех сферах. И я рад, что есть действительно музыканты, которые борются прежде всего за то, чтобы их услышали. Услышали их переживания, их чувствование, видение этого мира. Это самое важное в мире искусства. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо вам, ребята. Ну, не то, чтобы мы прям боремся, но скажу, что, наверное, мы скорее плывем по какой-то реке своих правильных намерений. И надеюсь, что чтобы борьбы в этом было поменьше, хочется, и было побольше, как-то, когда уже гора идет к Магомеду, вот этого момента. Всем желаем действительно открытого и осознанного, в хорошем смысле, слушания музыки, помнить о том, что музыка — это не фон, лучше, чтобы она не была фоном. Всем большое спасибо. Казахстану большой респект. Приезжайте еще на наши концерты. Последний раз нам делегация очень понравилась. Ну и мы, глядишь, к вам скоро заглянем. Ну что ж, я пошел монтировать это видео, а ребятам желаю удачного концерта 25 июня. Спасибо. Будет полный зал счастливых людей. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, ребятки. Ух, как интересно было сегодня. Жизнь как бесконечно вращающееся колесо. Орион. Музыка для живых.